я Шведчикова Юлия, Я Щербаков Григорий. и мы представляем работу на тему модуль для забора проб воды. Для начала выяснили актуальность. Не изучена возможность выявления загрязнений водоемов в труднодоступных местах. Поэтому тема таких разработок очень актуальна. Мы сформулировали проблему. Нет таких систем отбора воды, во время которого процесса не присутствовал бы человек. Проживая в городе, входящем в тройку крупнейших промышленных центров и видя все экологические проблемы, невольно задумаешься о решении технологических недоработок на производство. Возможно, вы уже слышали о таких профессиях, как гидробиолог, гидрохимик. На их сферу деятельности нацелен результат нашей работы. Темные, тяжелые инструменты, громоздкие лодки, просто бутыли, все, что подвергает человека опасности. Модуль для забора проб воды состоит из двух частей – верхней и нижней. Соединяются эти две части между собой очень просто. 3 болтами типа М8 длиной 100 мм и 3 гайками-барашками. Сняв верхнюю крышку, мы можем увидеть такие составляющие, как блок питания, блок электроники, сервопривод и насос. Открыв блок питания, мы можем увидеть 3 аккумулятора типа 18650А. Мы выбрали их, потому что их можно заряжать и менять. Я думаю, вы уже задаетесь вопросом, как же мы поместили сюда блок электроники? Ответ совсем прост. Обратите внимание на короб. Здесь вы можете увидеть выходы, подписанные составляющими модуля. Через эти выходы составляющие и соединяются с блоком электроники. Сам блок электроники состоит из Arduino Uno, механического реле и понижающего преобразователя питания. Когда мы включаем блок электроники, на микроконтроллере Arduino загораются светодиоды. Это и сигнализирует о том, что можно приступить к работе. На данном этапе можно приступить к подготовке модуля, то есть закрыть блок электроники, блок питания, а также прикрепить верхнюю крышку. А теперь мы можем рассказать вам о принципе его работы. На нашем модуле установлено 2 датчика воды поплавкового типа. Таким образом, мы уменьшили вероятность того, что во время полета модуль может сработать, что обеспечит точность нашего модуля. А дальше принцип совсем прост. Допустим, именно сейчас наш модуль сел на воду, то есть 2 поплавка приняли верхнее положение. Далее мы можем заметить, что опустилась трубка, которая закреплена на сервопривод. Сразу же начинает свою работу насос. При использовании данного насоса потребуется чуть менее 25 секунд, чтобы полностью заполнить емкость объемом 1 литр. По истечении этого времени БПЛА готов улетать. Так как корпус нашего модуля выполнен из пеноплекса, то он не будет тонуть. А также на данный момент наш модуль может выдержать без дополнительных слоев квадрокоптер весом до 3 кг, каким, например, является DJI Agras. Спасибо за внимание.